Доля Евразии– это доля России и Украины, что было, есть и будет с Евразией. Октябрьская революция 1917 года в России грубо нарушила основополагающий постулат марксизма. Итог был печален. Социализация бедности могла утвердить только новую форму бедности. Вместо преодоления отчуждения трудящихся от средств собственности, политической власти, духовных ценностей, восторжествовавший в России режим насаждал новые формы отчуждения. Антисоциалистический социализм. Крах социализма в СССР является последствием попытки перепрыгнуть исторические этапы смены капитализма социализмом. И постсоветские страны должны пройти те этапы дозревания до социализма, которые большевики попытались миновать переходом от государственного капитализма к капитализму международному. Это не шаг назад, не шаг вперед, это шаг в сторону. Изменение знаменует всего лишь переход от одной формы эксплуатации к другой рабочего класса в целом. Российские ученые также характеризуют советский строй как государственный капитализм. В 21 веке реформированный советский строй привел к развернутой агрессии ко всему миру. Разновидности способов объяснить и оправдать войну. Способ 1. Риторический прием, нацеленный на отвлечение внимания от неприятного вопроса путем критики оппонента. Прием, который снимает с себя ответственность, ибо демонизирует врага. В некотором смысле это риторика маленького ребенка. Основным врагом считается Америка, а вовсе не Украина. Это частично снимает дикий парадокс, согласно которому с одной стороны многие россияне поддерживают войну, спецоперацию в Украине, а с другой стороны считают украинцев братским народом. А в Америке черных линчуют. А войну развязал Байден. Америка бомбила Югославию. Мариуполь находится в подлетном времени ракет НАТО. Если бы не мы, жертв войны было бы больше. А где вы были 8 лет? А детей Донбасса вам не жалко? Когда ребенка спрашивают, почему он ударил Петю, он говорит: а Петя первый начал. Почему ты воровал в детском саду? Потому что все воруют. Когда ребенок не готов рассуждать о собственной ответственности за происходящее, он ссылается на такое текущее положение дел, в котором есть сильные, которые поступают так же, и он с ними солидарен. Так и здесь, в ответ на любой вопрос, нам указывают на то, что где-то еще хуже. Способ 2. Высказывания, в которых мы либо идеализируем Россию, либо признаем, что проблемы есть, но мы обязаны быть верноподданными. Это моя страна, права она или нет. Оправдываю Россию, неважно, что она сделает. Сюда относится цитата актера Сергея Бодрова о том, что во время войны нельзя плохо говорить о своих. Своих не бросаем. Россия не начинает войны, а их заканчивает. Россия всегда спасает. Нас просто исторически не любят. Способ 3. Позиция невмешательства оправдывается через занижение собственной важности и уничтожение субъектности. Если хотите, мы люди маленькие. Агрессивное клише, мессианская роль России и априори враждебный Запад, когда человек говорит: нам просто исторически не любят, нас завтра нападет Байден. Преуменьшить свое влияние, изобразить себя как существо, которое не может ни на что повлиять, и таким образом снимает с себя вину. Вину за то, что бомбят Мариуполь, за убийство в Буче. Ведь он не может ни на что повлиять, а человек маленький. Это аргументы в духе: от нас требуется сидеть тихо. А что мы можем сделать? Мы люди маленькие. Там знают, что делать. Наверху ведь не дураки сидят, они знают, что говорят. От нас ничего не зависит. А что мы можем сделать? Россия очень аполитична, и она стала таковой в результате осознанного процесса по поддержанию политической выученной беспомощности. Сделано все, чтобы человек не совершал никаких активных политических действий, и желательно даже на выборы не ходил, а лучше ездил на дачу вместо них.
Способ 4. Постправда или отрицание факта. Сюда относятся аргументы в духе «никто не знает всей правды». Время покажет, кто был прав. История все расставит по своим местам. Они бомбят сами себя. Мы всей правды никогда не узнаем. И при этом самоустраняемся от разбора. В таких режимах люди, которые отучились совершать политические действия, высказывают предпочтения не на основе каких-то реально существующих предпочтений, а на основе ассоциации себя с большинством. В реальности у него уже есть сложившаяся точка зрения. Чтобы избежать когнитивного диссонанса, мозг отбрасывает любую другую информацию, в том числе от родственников. Нет никакого воображаемого большинства. Это семиотическая война, война знаков против него. Важно, чтобы в публичном пространстве людей присутствовало слово «война» и блокада была прервана. Чтобы человек видел, что много людей оставляют такие надписи и понимал, что люди, которые не согласны с политикой партии, много. Это попытка объяснить воображаемому большинству, что на самом деле оно не такое уж и большинство. В момент, когда политическая ситуация в России резко изменится, появится огромное количество людей, которые скажут, что никогда не поддерживали российскую власть в 2022 году. Людей, которые всегда были против, окажется огромное количество. И тогда начнется новое мышление. Появляются сепаратистские настроения, парад суверенитетов, ликвидация власти, распад и коллапс экономики, президентский указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий, путч, ввод танков в Москву, штурм баррикад, ускорение социально-экономического развития страны, демократизация, политическое творчество масс, увеличение процента бракованной продукции. Участились катастрофы, аварии на производстве. Самолет авиакомпании войдет в штопор и разобьется. Крупнейшие техногенные катастрофы. Крупнейшие кораблекрушения. Крушение поездов. Взрывы на станциях железной дороги. Гибель подводных лодок. Железнодорожная катастрофа. Семья захватывает самолет. Захват автобуса с детьми. Частичная свобода слова. Отмена цензуры. Плюрализм мнения, забастовки шахтеров, вымывание товаров из магазинов, а впоследствии гиперинфляция, сокращение золотого запаса страны в десятки раз, падение темпов экономического роста до рецессии, снижение, девальвация национальной валюты, увеличение внешнего долга как минимум в разы, снятие цензуры западной культуры, сокращение ядерного вооружения, завершение войны с выводом войск, восстановление дипломатических отношений, распад страны. В Москве после войны были введены талоны на сахар. Не только продукты, но и мыло, спички распределяются по карточкам. Карточки зачастую не оттовариваются. Иногородним просто в магазинах ничего не продают. Появились республиканские и региональные таможни, республиканские и местные деньги, реабилитация жертв властей. Мы ждем перемен. Посты людей энергичных и практичных, способных решать местные проблемы, а не просто заниматься идеологией. Признание независимости и суверенитета этнических групп на их землях. Самые высокие чиновники начали говорить: у нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда. Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали все, чтобы у нас не было темных углов, где бы опять завелась плесень. Положение вычислительной техники и IT представляется катастрофическим. Разрыв, отделяющих нас от мирового уровня, растет все быстрее. Мы близки к тому, что теперь не только не сможем копировать западные прототипы, но и вообще окажемся не в состоянии даже следить за мировым уровнем развития. После войны для агрессора годы не только восстановления экономики, но переосмысления прошлого и формирования нового образа жизни. Первое. Демилитаризация страны, вывоз и уничтожение военных материалов, полное уничтожение военной промышленности. Второе. На агрессора должны быть наложены требования выполнения плана реституции и репараций. Системы среднего и высшего образования должны быть реорганизованы и поставлены под контроль, а на переходное время все школы и университеты должны быть закрыты. Четвертое. С целью политической децентрализации
Все руководители государственных учреждений должны быть освобождены от своих должностей. Пятое. Контроль за соблюдением оккупационного режима возлагается на вооруженные силы ООН. Шестое. Контроль Объединенных Наций над функционированием промышленности агрессора, торговли и финансовой системы устанавливается на десятилетия. Седьмое. Государственные земельные владения ликвидируются, а земля распределяется между народом и предприятиями. Восьмое. Военные преступники подвергаются наказанию. Девятое. На определенное время вводится запрет на ношение военной и полувоенной формы. Десятое. Все летательные аппараты конфискуются. Ни один агрессор не имеет права ни летать, ни служить в авиации. Изложенные в плане мероприятия приводятся в жизнь, в особенности в отношении демонтажа и уничтожения оборудования промышленных предприятий. Это привело к увеличению числа безработных и существенному ухудшению благосостояния населения. А агрессору предлагается не жаловаться, а воспринимать это как справедливое наказание. Кампания по перевоспитанию начата с целью освободить население от любых проявлений идеологии расизма. Она состояла в частности в ознакомлении населения с наиболее отталкивающими сторонами деятельности администрации агрессора. В кинотеатрах непрерывно идут документальные фильмы с кадрами в деталях, отображающих бесчинство агрессора. При этом посещение этих киносеансов составило обязательным условие получения продуктовых карточек. Жители ближайших пострадавшим регионов поселения должны были участвовать в экскурсиях по ним, а в некоторых случаях принять участие в проводимых там работах. Для большинства лиц гражданского населения, так же как и для лиц, находящихся на военной службе, получаемая информация о масштабах злодеяния режима расизма была потрясением. Проблема кадров решается последовательно. План развития содействовал установлению послевоенного мира в Евразии. Целью реализации плана было восстановление разрушенной военной экономики, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности евразиатских стран, вытеснение агрессора из властных структур и развитие Евразии в целом. Финансовая помощь стране по плану развития осуществляется одновременно с взиманием контрибуций и репараций за причиненный агрессором материальный ущерб страны. В качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали выведения представителей агрессора из состава правительств стран, подписавших договор о плане развития. К концу войны большая часть страны лежала в руинах. Постоянные воздушные бомбардировки, ракетные удары и обстрелы сильно разрушили много крупных городов и промышленных объектов. Города лежат в руинах. Экономическая структура региона была разрушена, и миллионы людей остались без крова. Особенно сильно была повреждена транспортная инфраструктура, так как железные дороги, мосты и доки были мишенью для ударов с воздуха. В то же время множество торговых судов было потоплено. Ни одна из этих проблем не могла быть решена, так как большинство стран было финансово несостоятельны после затрат на войну. Результатом объединения Евразии стало уничтожение всяких валютных и таможенных барьеров как в самой Евразии, так и создание единого евразиатского рынка. Отрасли промышленности, требовавшие инвестиций для своего восстановления, были реконструированы в короткие сроки, так как доля активов инвесторов была достаточно высока. Это привело к изменению национальной экономической политики страны и создало предпосылки для развития глобализации как экономической, так и политической. Страна получила возможность выплатить внешние долги, включая долги по ленд-лизу и реституции и репарации. Влияние агрессора было ослаблено. Был создан и восстановлен евразиатский средний класс, гарант политической стабильности и устойчивого развития. За 20 лет страны, получившие помощь, добились улучшения уровня жизни всего населения. Так как нападение агрессора на страну привело к значительным разрушениям экономики страны, гибели сотни тысяч граждан страны, угону населения страны на поселение у агрессора, были угнаны около 3 миллионов граждан. Временный принудительный труд гражданского населения агрессора в стране официально считалось репарационным трудом. В качестве репарации контрибуции пострадавшая страна получила территории агрессора, связанные с ней культурно, исторически и географически.